Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале, меня зовут Елена. В сегодняшнем видео мы с вами научимся вязать вот такие вот детские штанишки. Эти штанишки я вязала для своей дочки, она их активно носит, и хочу связать ей еще одни. Вязала я данное изделие из пряжи BBB Zara, только другого оттенка. И буду вязать эти тоже штанишки из такой же пряжи. На изделие ушло 250 грамм пряжи на размер моего ребенка, то есть это 5 моточков. Для того, чтобы связать это изделие, вам понадобится 2 пары спиц для провязывания резинки и основного полотна. Резинку я вязала на спицах номер 3, основное полотно на спицах номер 3,5. Также вспомогательная спица, крючок, иголка с широким ушком, маркеры для вязания, вот такая вот резиночка, чтобы вставить ее вот сюда на пояс ребеночку. Также 2 булавки для снятия петель ластовицы, счетчик рядов и сантиметровая лента. Ну что ж, давайте приступим с вами к вязанию. Я сделала расчеты, написала здесь пряжу, какой метраж у пряжи. Вы можете вязать из своей пряжи. Допустим, также хорошо, мне кажется, подойдет для этого изделия Alize Lana Gold Classic или Alize Lana Gold 800, но в несколько нитей. Alize Baby Wool, Gazal Baby Wool XL. Ну, много разной пряжи, так как это изделие носится не на голое тело, так что можете выбирать пряжу с составом, где есть акрил. Он не особо будет колоть ребенку, и изделие получится износостойкое. Значит, как я уже сказала, резинка связана спицами номер 3, а основное полотно спицами номер 3,5. Я связала образцы лицевой гладью и резинки. Значит, в 1 сантиметре у меня получилось в лицевой глади 1,9 петли. В резинке в 1 сантиметре 1,8 петель. И также привела здесь мерочки, которые вы должны снять со своего ребенка или на которые должны ориентироваться. У каждого будут они свои. Значит, обхват талии у моего ребенка 51 сантиметров, обхват бедер 57 сантиметров. 62 я здесь прибавила 5 сантиметров на свободу облегания. То есть делаем расчеты. Обхват бедер наш уже со свободой облегания, вот эту конечную цифру, мы умножаем на 1,8 петли. Ту цифру, которая у нас получилась в образце при вязании резинки. У каждого здесь будет свои цифры. Получаем мы, вот я получила 111,6 петель, округлила их до 112. Для того, чтобы связать резинку 2 на 2, вам нужно набрать петли кратные 4. Значит, 112 делится на 4. Я прибавила еще одну петлю для замыкания в круг. Все, набираем петли. Набирать петли мы будем с открытым краем на крючок. Берем вспомогательную нить, делаем вот такую петлю на крючке и начинаем набирать наши петли. Набираем свободно, не затягиваем. Ну, где-то 120 петель, 130 воздушных нам хватит. Давайте наберем, продолжим самостоятельно. Встретимся с вами, когда уже у нас будут набраны воздушные петли. Я набрала воздушные петли. Посмотрите, что у нас получается. У нас получается вот такая вот косичка. А с обратной стороны бугорочки. Вот в эти бугорочки,
мы будем с вами вставлять нашу спицу. Вот так вот. И поднимать наши основные петли для нашего изделия. Берем основную нить нашу, из которой мы вяжем уже изделие. Спицы номер 3, которой мы вяжем резинку. Вставляем спицу в бугорочек и вытягиваем оттуда петлю. Вот таким вот образом. Здесь 2 хвостика. В каждый бугорочек нам нужно вставить спицу и захватить нашу основную нить. Так, 4. 5. 6. 7. Видно вам? Не знаю. Постараюсь развернуть. 8. 9. 10. 11. Вот таким вот образом набираем, поднимаем самостоятельно 113 петель. Я подняла 113 петель из нашей косички. У нас получается вот такие вот петли. Это с открытым краем. Для чего нам нужны петли с открытым краем? Для того, чтобы вставить внутрь резинку детскую. Потом мы эти петли с вами соединим. Так, берем мы нашу основную нить и начинаем провязывать резинку 2 на 2. 2 лицевые и 2 изнаночные. Смотрим здесь, чтобы петли наши были не перекрученные. Чтобы все здесь аккуратненько смотрело вовнутрь и не перекрутилось. Так, поправляем. Все поправляем. Вот, чтобы косичка смотрела на нас. Так, все, кажется, у нас все хорошо. Так. Замыкаем. Одна петля нам нужна, 113, для замыкания и вязания в круг. Для изделия основного нам достаточно будет 112 петель. Значит, берем правой спицей петлю с левой спицы и последнюю петлю с левой спицы накидываем на нее. Отпускаем. Здесь затянем кончики. Вот мы замкнули наше вязание в круг, и у нас получилось 112 петель. Так. Вешаем сюда маркер. Это будет начало ряда. Будем считать эту петлю лицевой. Провязываем еще одну лицевую петлю. И 2 изнаночные. Две лицевые. Вяжем за передние стенки. И изнаночные, лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. Провязываем так до конца ряда. Я провязала первый ряд
нашей резинки. Начинаем вязать с вами второй ряд. Так, вот лицевую петлю я одну провязала. Изнаночные во втором ряду и во всех последующих в круговом вязании провязываются за заднюю стенку. Вот таким вот образом подхватываем петлю за заднюю стенку и провязываем ее. 2 изнаночные. Лицевые все будут вязаться за переднюю стенку. Все, друзья, запомнили, да? В круговом вязании все изнаночные мы вяжем за заднюю стенку. Лицевые за переднюю стенку. Провязываем так самостоятельно. Сколько сантиметров? Давайте померяем. У нас резинка получается наша. Наша резинка 3 сантиметра. Провязываем так 6 сантиметров. Даже можно 7, я думаю. Давайте провяжем 7 сантиметров резинки 2 на 2. И встретимся с вами после того, как провяжем эти сантиметры для резинки. Я провязала резинку 7 сантиметров. Вот она. Теперь нам нужно поднять вот отсюда петли. Как мы это делаем? Мы распускаем нашу вспомогательную нить вот с той стороны, где мы ее начинали набирать. То есть не у конца, а у начала. И поднимаем на тоненькую спицу петельки. Вот я взяла специально себе тоненькие спицы. Так, показываю. Вот тянем за этот край, за начало нашей вспомогательной нити. И у нас здесь образуются такие петельки, которые мы с вами будем подхватывать. Так. Вот таким вот образом. Так, у меня что-то тут пошло не так. Нам нужно с вами поднять 112 петель. Друзья, поднимаем самостоятельно, потому что вот нитка у меня немножко цепляется, чтобы не тратить нам на это с вами время. Поднимаем самостоятельно, встречаемся после того, как у нас будет на этой спице 112 петель. Друзья, я подняла 112 петель. Вот они все у меня. Вот. Здесь наша основная нить. Вот она. Это хвостик. Вот наша вспомогательная нить. Ее мы убираем. Берем нашу резиночку. Предварительно я ее сшила, отмерив по талии у ребенка. И начинаем ввязывать ее в нашу резинку от штанины. Как мы это делаем? Хвостик подтягиваем. Вкладываем ее внутрь. Внутрь вкладываем. Поправляем. Спицы мы выравниваем. Хвостик сейчас мы туда же вяжем от нашего вязания. Положим его вот сюда, внутрь. Спицы выравниваем. Берем нашу основную нить. Заводим за 2 спицы. И начинаем вязать. Так, это я сюда положу пока. Вот так. Значит, первую захватываем и вторую петлю захватываем и провязываем, скидываем вместе, подтягиваем хорошенько. Еще раз показываю. С этой спицы петлю
Все петли вяжем лицевыми. И с этой спицы петлю. И скидываем. Я вяжу за заднюю стенку. Первую петлю, за переднюю вторую, там смотря какая у меня идет. Если лицевая, то тоже за переднюю. Так. Так. Вот. Резиночку нашу поправляем. Так. Нет. Оп, оп. Вот. Подтягиваем хорошенько. Так. 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 Эту петлю разверну, чтобы было проще ее связать. Так, вот таким вот образом нам нужно провязать с вами все петли. Ну, тяжеловато, да, это, но ничего. Сейчас мы с вами уже будем заканчивать с этими спицами и переходить к основным спицам. Так, нет, что-то я там лишнее зацепила. Провязываем самостоятельно. Не боимся, здесь обязательно подтягиваем. Это важно. Вот. Все, вяжем самостоятельно. Встречаемся с вами в конце ряда. Девчонки, я провязала нашу резинку. Ввязала ее внутрь и забыла вам сказать, что когда вы будете вязать резинку, я подпишу вам, буду монтировать видео, подпишу текстом. В последнем ряду резинки нужно будет перейти на спицы большего размера. Я, конечно же, это сделать забыла. Пришлось мне сейчас переходить на них. Уже все вам показала, рассказала. Приходится перезаписывать видео. Ну ладно, оставим это. Значит, вот моя окружность талии. Это у нас спинка. Спинка. Это середина спинки. Это зад. Так. Я разметила здесь зону нашего узора. И сейчас мы будем с вами вывязывать росток. Вот, значит, наш росток. Вот наша окружность нашего вязания. 112 петель наших. 56 петель ушло на спинку, 56 петель ушло наперед. Росток я буду вывязывать 5 сантиметров. Когда я вязала образец лицевой гладью, я замерила, что в 5 сантиметров у меня 13 рядов. Но я эту цифру округлила, уменьшила до 12, до четного количества. Ну, можно либо 14, либо 12, чтобы было удобней. 12 я разделила на 2. Получилось 6. 6 недовязываний мы будем с вами делать. То есть 6 раз по спинке мы будем ходить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Здесь наша спинка. Вот я вам ее нарисовала, отрезок. Это наше начало ряда. 56 петель спинка. Поняли, да? 6, раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6 недовязываний отрезочков я вам поставила. 6 точек, куда мы будем туда-сюда, туда-сюда возвращаться. Это начало ряда, жирная точка. Значит, наши 28 петель лицевой и изнаночной стороны я разделила на 6 недовязываний. Получилось у меня 4,6 петли. Ну, в общем, нам нужно эти 28 петель разбить на 6 недовязываний. У меня вышло вот такое количество петель. Я решила их вот так разбить. 6, 6, 4, 4, 4, 4. Вот. В общей сложности это число 28. Понятно, да? Если вам непонятно, как рассчитать росток, если здесь у вас другая цифра, и вы не можете понять, что вам делать с ней,
пишите мне, пожалуйста, в комментариях, или там у меня есть ссылка Инстаграм мой, ВКонтакте. Обязательно вам отвечу, подскажу, рассчитаю. Тетрадку ложим, потому что здесь мы будем отмечать, на какой мы стороне. Значит, я разбила наше вязание на спинку и наперед. То есть от начала ряда я отсчитала 56 петель, пометила здесь серединку. Это середина нашего переда. Дальше. Раппорт узор у нас составляет 20 петель. Схема и видео, как вязать этот узор, есть у меня на канале. Рекомендую вам его посмотреть. Также оставлю его в рекомендованных видео. Значит, 56 я вычла 20, получилось 36 петель. Разделила на 2. Получилось 18. То есть от середины отсчитала 18 петель, одела маркер. Дальше у меня пошло наш раппорт узора. 20 петель, маркер. 18 петель, маркер. Здесь у меня был, это наш перед, серединка переда. Дальше от серединки переда 18 петель, маркер. И 20 петель раппорта, маркер. Дальше 18 петель, и вот наша середина спинки, то есть начало нашего ряда. Начинаем вывязывать наш росток. Вяжем сначала сколько? 6 петель, мы на лицевой стороне. Три, 4, 5. Видно вам? 6. 6 петель мы связали. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вот таким образом. Переснимаем эту петлю, последнюю, на правую спицу. И затягиваем хвостик туда. Затягиваем и вяжем в обратную сторону 6 петель. То есть 6 петель мы отметили здесь, что мы связали. Вяжем только изнаночными петлями, так как мы на изнаночной стороне. Раз, 2, 3, 4, 5. Наше начало ряда. И отсчитываем 6 петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, слетели, боже мой. Боже мой, все слетело. Так, вот 6-я петля. 6, да? 6 от начала ряда. Отмечаем, что мы их связали. Дальше разворачиваем вязание на лицевую сторону. Снимаем эту нашу петлю и теперь хвостик затягиваем вперед, вперед и отводим нитку назад. Вяжем лицевыми петлями. Раз. До начала нашего ряда. Начало ряда. Вяжем. Вот мы дошли до нашей перевернутой, затянутой петли. Ее мы провязываем лицевой, вот так вот. И от нее отсчитываем еще 6 петель. Вяжем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Поворачиваем нашу работу на изнаночную сторону. Переснимаем эту петлю. Затягиваем. Вяжем в обратную сторону. Пока также не дойдем до двойной петли.
начало ряда вяжем дальше изнаночными петлями. Вот она наша петля. Ее мы провязываем изнаночной за заднюю стенку. Подхватываем аккуратно эту заднюю стеночку и провязываем. Дальше от этой петли мы отсчитываем еще 6 петель. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали, разворачиваем вязание на лицевую сторону, снимаем эту петлю и к себе затягиваем, чтобы не было дырочек. Мы так делаем, чтобы не было дырочек. Так, пометили, что мы 6 провязали. На лицевой стороне идем. 1. Здесь можно не считать, а просто искать нашу двойную петлю. Так, начало ряда. Вот наша двойная петля, мы ее провязываем лицевой за передние стенки. Подхватываем вот таким вот образом, провязываем. Дальше 6 петель вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание аккуратно, чтобы не стряхнуть маркер. Петлю переснимаем, затягиваем и вяжем уже изнаночную сторону. Здесь мы отмечаем. Вяжем с вами до двойной петли. Вот здесь вот до двойной петли и встречаемся около нее. Вот я провязала эту петлю изнаночной за заднюю стенку. И теперь нам нужно провязать еще 4 петли от нее. Мы на изнаночной стороне с вами. Так, 4. Так, 4. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Перекидываем петлю на правую спицу и затягиваем вперед. Вяжем так до двойной петли, которая находится после начала ряда. Встречаемся также около нее. Вот это наша петля двойная с лицевой стороны. Мы провязываем ее лицевой за переднюю стеночку. Вот так вот раз, аккуратненько провязали. Так, нам теперь нужно провязать на лицевой стороне 4 петли еще. Здесь у нас получается раппорт узора. Мы перекидываем наш маркер и вяжем раппорт узора первого ряда. В первом ряду у нас идет 6 изнаночных по узору. Мы провязываем с вами не 6, а 4 изнаночные петли. 2, 3, 4. Вот 4 петли этих, которые мы провязали на лицевой стороне. Вот они. Но они у нас изнаночные, потому что у нас раппорт узора идет с изнаночных петель, начинается. Отмечаем их. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Перекидываем нашу петлю на правую спицу. Затягиваем.
Так, пардон. Так, здесь нам надо подтянуть. Вот, подтянуть, перевернуть, перекинуть и затянуть к себе, потому что здесь с изнаночной стороны те петли, которые мы вязали на лицевой стороне, они будут лицевыми. Внимание! К себе. Мы на изнаночной стороне. Вяжем с вами до двойной петли изнаночными петлями. Встречаемся также у двойной петли. Вяжем самостоятельно. И здесь у нас идут лицевые петли. Эти лицевые петли мы с изнаночной провязываем лицевыми, потому что с лицевой они изнаночные. Вот раппорт закончился. Дальше вяжем самостоятельно уже изнаночными петлями до двойной петли. Встречаемся там. Вот я провязала до нашей двойной петли. Вот наша двойная петля. Мы ее провязываем изнаночной за заднюю стеночку. Нужно суметь ее подхватить. Так, провязали и вяжем еще 4 петли. 4 петли. Здесь у нас будет 2 петли изнаночные. Перекидываем маркер и начинается раппорт узора. Раппорт узора начинается с изнаночных петель, но мы сейчас на изнаночной стороне. И мы вяжем еще 2 петли лицевыми. Раз, два. И поворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Отмечаем. Перекидываем петельку. Затягиваем назад. Здесь мы вяжем одну изнаночную. Перекидываем маркер. И дальше идут лицевые петли. Идем так до двойной петли. До двойной петли. Встречаемся там. Я дошла до двойной петли и провязала ее изнаночной, так как мы уже зашли на наш рисунок. Вот, мы на лицевой стороне. Нам нужно провязать с вами еще 4 петли. Вяжем еще 2 изнаночные. Так. И 2 лицевые. Переворачиваем работу, отмечаем. Идем в обратную сторону до двойной петли. Встречаемся там. Решила включить, чтобы показать вам, потому что там узор начинается. Для многих будет сложно. Вот, я еще пока иду по изнаночной стороне, но уже прошла наше начало ряда. Для тех, кто вязал росток, для того сложно не будет. А для новичков может быть немного сложновато, но это вообще ничего страшного. Изделие очень легкое. Свяжите на раз, два, три просто, девчонки. Это я вам точно говорю. Так, мы зашли на наш раппорт узора. Значит, в первом ряду мы с вами перекрещивание делать не будем, как на схеме нарисовано. Мы с вами свяжем подготовительный ряд. 6 изнаночных, 8 лицевых и 6 изнаночных. Вот. Но это будет не первый ряд, а нулевой. А первый уже, тогда я вам скажу как. Значит, здесь мы провязываем вот лицевая. Вот наша двойная петля. И она у нас идет лицевой. И мы ее провязываем лицевой, чтобы с лицевой стороны она выглядела изнаночной. Значит, 2. После этого мы должны еще 4 провязать. Значит, 2. Раз, 2, 3, 4. Теперь у нас получается с лицевой, да, 6 изнаночных. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Отмечаем, что мы провязали на изнаночной 4. Петлю мы перекидываем, отводим
наш хвостик назад, затягиваем и вяжем здесь изнаночными петлями, потому что мы на раппорте узора. Так, перекидываем. Здесь уже идут лицевые, и это просто спинка. Вяжем, вяжем, вяжем. Решила вам оставить включенным камеру, потому что для многих может быть непонятно. Ну, вот сейчас покажу еще. Погода, конечно, то солнце, то пасмурно, не поймешь. Но, в общем-то, тепло сохраняется довольно-таки долго. Уже конец октября. Сегодня 29 я записываю мастер-класс. И на улице плюс 10. Это у нас в Московской области. Вот. Но осень я не люблю. Я больше люблю весну и лето. Не знаю, осень мне не нравится. И зима тоже. Я люблю тепло, жару. И лучше всего себя чувствую именно вот в жару. Так, тут у нас какая-то помарочка небольшая. Так, вот мы зашли с вами на раппорт узора. Начинаем с изнаночных. Ищем нашу двойную петлю. Двойную петлю. Ага. Так, еще одна. И вот она. Нет, не она это. Это не она. Вот она. Она у нас лицевая, и мы провязываем ее лицевой, потому что здесь мы уже 6 изнаночных связали. Лицевая, провязали мы лицевую. Еще 4 петли лицевых. Три, 4. Связали еще 4 петли, отмечаем их. Вот так вот. Поворачиваем нашу работу на изнаночную. Скидываем петлю на правую спицу. Затягиваем. Вяжем изнаночные петли сначала. Так. Здесь внимание. Петли сейчас будут меняться на лицевые, так как с лицевой они идут изнаночными. 6 петель лицевых. Все, раппорт мы перекидываем, маркер раппорта. И вяжем до двойной петли. Давайте вот встретимся около начала раппорта узора нашего, чтобы здесь-то все понятно, в общем-то, на спинке. Вот я связала, дошла до раппорта, перекидываю маркер, вяжем сначала лицевых 6 петель. Напоминаю, мы на изнаночной стороне. Так, 5. И вот у меня идет последняя лицевая. Вяжем ее. Двойная петля, это уже двойная. Лицевой, она должна быть лицевой, чтобы получилось с лицевой 6 изнаночных. Связали. Дальше мы вяжем еще 4 петли. Тут уже идут изнаночные. Раз, 2, 3, 4. Но с лицевой они будут лицевыми. Поворачиваем работу. Так, перекидываем петлю на правую спицу и тянем хвостик к себе. К себе. К себе тянем хвостик. Вот. Вяжем здесь лицевые в обратную сторону. А здесь изнаночные. Так как это у нас раппорт нашего узора. Боковая часть штанины.
Все, перекинула маркер. Дальше мы на спинке на лицевой стороне вяжем лицевыми до нашего маркера раппорта узора. Вяжем самостоятельно. Так, девчонки, я дошла до нашего раппорта. Перекинула маркер. Здесь вяжем изнаночные. Мы на лицевой стороне. Ищем с вами двойную петлю. Сейчас лицевые. Так, еще одна. Еще одна. Вот, у нас получается здесь должна быть лицевая петля. Так, мы вяжем ее двойную лицевой петлей. Так, считаем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 2 лицевые. И последняя наша последняя наша точка — это 4 петли. Вяжем их по раппорту, что тут по рисунку идет. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы связали. 2 лицевые. 1, 2 и 2 изнаночные. Вот мы с вами связали 4 петли. Отмечаем их. Ура! Слава Богу! Возвращаемся. Так, вот так. Нет, мы не возвращаемся. Мы вяжем дальше этот лицевой ряд. Мы вяжем дальше этот лицевой ряд. Да, мы вяжем дальше. Мы не возвращаемся, не разворачиваем ничего, а просто вяжем дальше рисунок. Вот у нас изнаночные мы провязали с вами. 6 изнаночных, 8 лицевых, 6 изнаночных. Перекидываем маркер нашего рисунка и вяжем лицевыми петлями до нашего зеленого маркера. Вот, до начала ряда вяжем. Встречаемся в начале ряда. Все, я вот около начала ряда нашего, вот зеленый маркер мой. Значит, здесь мне попалась двойная петля, и я ее провязала, она вот в рисунке попалась. Я ее провязала лицевой, так как это было по рисунку лицевые петли. Просто лицевой провязала и пошла дальше вот до середины нашей спинки. Довязываю последние 2 петли. Все, мы связали с вами росток. Вот у нас что получается. Вот так. Потом у нас штанишки будут вывязываться, и здесь будет спинка чуть-чуть выше, чем перед. Ну, в принципе, как и в любом другом изделии. Все, сейчас мы с вами уже начинаем отсчитывать. Это можно закрыть. Вывязывать первый ряд нашего рисунка. И отсчитывать я отсчитываю всегда на счетчике рядов, чтобы не запутаться. Допустим, кто-то меня отвлек, я уже не помню, где я что там вязала, дети меня отвлекли, что-то сказали, все, я уже сама себя не помню. А здесь, посмотрев на счетчик рядов, да, я понимаю, что я связала столько-то рядов и теперь нахожусь на вот этом ряду, чего и вам советую. Тоже отсчитывать на счетчике рядов ваше вязание, пока вы вяжете узор. А узор мы будем вязать практически до конца, по всей ножке, до начала резинки 2 на 2. Так, что еще хотела сказать? Что еще хотела сказать, не помню. Ладно, вяжем. Вспомню, сейчас скажу. Вяжем лицевые. Напоминаю, мы на середине спинки. Начало ряда у нас на середине спинки.
Так, все, начинаем вывязывать наш рисунок. Вспомогательная спица. Первый ряд нашего узора. Это 6 лицевых, и дальше идет перекрещивание. Ой, 6 изнаночных, пардон, 6 изнаночных. 3, 4, 5, 6 изнаночных за заднюю стенку. Дальше идет перекрещивание вправо из лицевых петель. 2 петли снимаем на вспомогательную спицу, оставляем их за работой. Вяжем 2 лицевые. 2 лицевые, возвращаем петли на левую спицу, провязываем их лицевыми за переднюю стенку. Петли не разворачиваем за переднюю. Дальше идет перекрещивание в левую сторону из лицевых петель. 2 петли снимаем на вспомогательную спицу, оставляем перед работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем и 2 лицевые за переднюю стенку. Не за заднюю, за переднюю, а то петли будут скрещенные у вас. Как вы их вязали в круговом вязании, также вы вяжете их и в узоре. Дальше 6 изнаночных. Маркер перекидываем. Дальше идут лицевые петли. Вяжем точно так же вторую сторону другой штанины. Вот она у меня. Вяжем самостоятельно, встречаемся с вами в начале, перед тем, как провязывать узор. Поняли меня, да? В начале раппорта нашего узора во втором ряду.